Мы находимся во Фриментли. С этого города началась вся Западная Австралия. Сюда англичане привозили первых заключенных, которые построили современную Австралию. Но чем этот город крут, так это не только портом и тюрьмой. Тут находится архитектура, которая сохранилась с 19 и 20 веков в очень хорошем состоянии, а также тут полным-полно искусства. И сейчас я вам устрою тур по этому городу. Погнали! Как я уже говорил, этот город крутым делает его архитектура, и вы можете наблюдать ее, например, за мной. Она используется в основном под бизнесы, под всякие кафе, бары, кофешопы и ночные клубы. И это очень круто, то что эти здания до сих пор как бы используются, и они в обиходе. И сейчас мы пройдем, чтобы взглянуть на них поближе, потому что одной из главных черт этой архитектуры является внимание к деталям, и мне нужно их показать вам. Показ деталей, вот, например, с этих зданий. Тут можно обратить внимание на арках, и вообще везде очень много всяких загогулинок, узоров и старых таких дизайнерских решений, которые, конечно, очень красиво выглядят. И сейчас такого точно не делают, и зря. Все вот эти колонны, и просто максимально красиво, максимально. Во Фриментли в целом невысокая застройка, выполненная в колониальном стиле, еще с тех времен, когда штат только основывался в 1829 году, и многие здания до сих пор сохранились. Вот, например, домик из 1924 года. А вот рынок, основанный в 1897 году, является большим достоянием здесь и большим привлечением для туристов. Я его чуть позже вам больше покажу. Вот так тут в среднем выглядят улочки и здания. И они прям тебя переносят в другую эпоху. И когда по ним гуляешь, их рассматриваешь, это очень большой балдеж и наслаждение. Вот одно из центральных зданий. Это отель и бар. Тут, конечно же, нужно обратить внимание на ковку на балконах. Она прям супер изысканная, супер много деталей, очень красиво. Это одна из типичных улочек, где стоят различные здания, которые исполняют разные функции для туристов и местных жителей. Вот отличный пример фриментловской архитектуры. Это такие вот кирпично-бежевые паттерны. И очень уютная вещь — это деревянные ставни. Вот какая красота. То есть столько декораций, столько любви было вложено в этот фасад. Прям глаз радуется. Одни из примеров того, как выглядят тут частные дома. То есть очень непонятный такой, интересный, индустриальный уже дизайн внедрен. Вот местная кафешечка для хипстеров, которая тоже выглядит, конечно, как, не знаю, какой-то погреб, но выглядит круто при этом, очень атмосферно и дополняет всю другую архитектуру. А вот так вот интегрируются уже, как я понимаю, более новые дома, то есть видно, что он более современный, но тем не менее очень аккуратно вписывается в общую структуру. Вот так вот красочно и нарядно выглядит итальянский базар снаружи. И вот так вот он выглядит, собственно, внутри. Тоже очень такое колоритное место. Это один из, на мой взгляд, лучших баров. Там называется Norfolk. Тут стоит обратить внимание на материал, из которого сделаны стены. Он называется limestone. Это такой кирпич, основанный на песке. Очень много зданий во Фриментли из него построено. Так этот бар выглядит изнутри. Люди пьют, веселятся. А вот местная церковь. Очень, конечно, необыкновенной красоты, очень монументальная. И внутри, и снаружи. И, похоже, сделано тоже из этого лаймстоуна, из которого сделано тут полгорода. Вот оставшийся фасад. И стоит заметить, что за стилем этого места очень сильно следят. И активисты защищали кучу исторических зданий, когда хотели расширять дороги и сносить их. И также я уверен, что тут есть дизайн-код, которому местные бизнесы следуют.
И постоянно тут идет обновление фасадов, то есть их подкраска, их содержание, их ремонт. И стоит отдать должное, люди делают хорошую работу, и куча туристов сюда едет, и место просто уникальнейшее, и всем, кто едет в эти районы, советую его посетить. Что ж, на этом этапе, я думаю, мы будем заканчивать с архитектурой и двигаться дальше. Еще кучу всего не рассказал и кучу всего не показал, но слишком много есть всего другого, что хочется показать и рассказать, так что погнали дальше. Ну вот примерно атмосфера вот так выглядит. Там какая-то пати, пошли посмотрим. Что-то там заняло 9 лет и 10 месяцев и 25 дней, так что они празднуют подобающе. Ну, кто-то празднует, а мы дальше идем смотреть блоги. Ну и к этому моменту, я думаю, архитектуру уже мы все посмотрели. Сейчас мы направляемся в порт. И вместе с портом я покажу еще всякие другие достопримечательности. Погнали! И вот мы находимся в порту. Вот сюда прибывали раньше английские заключенные, а сейчас тут рыбаки пытаются выловить рыбу. Ну или, наверное, упавшие грузы с корабля, не знаю. Но сейчас, короче, мы пройдемся по порту, я вам покажу все достопримечательности портовые. Ну вот, собственно, и корабль, прибывший в порт. Это всегда очень классное зрелище, наблюдать за тем, как гигантские корабли монументальные приплывают в порт и их в дальнейшем разгружают. И для Австралии порты это очень значимая вещь, потому что все грузы отправляются и исходят из Австралии исключительно из портов, и потом уже дистрибьютируются железной дорогой. Вот так выглядит центр главнокомандования, я думаю, этим портом. Потому что кораблей приплывает много, и нужно всю эту логистику как-то разруливать. Вот так вот выглядят бараки. Отсюда отправляются круизы на Роднест-Айленд. Это такой островок, где живут квоки. И вот замечательная бронзовая статуя детям-иммигрантам. Наверное, одним из первых австралийских иммигрантов. Такие вот девочка и мальчик с сундучками не знают, что делать. И выглядят очень потерянно. И вот еще одна из прикольных штучек в этом порту, на которые классно посмотреть. Да, это была не статуя. Это вот эта гигантская подводная лодка. И... Блин, я не знаю, у меня вообще любовь к подводным лодкам. Мне нравится, как они выглядят, нравится их форма и вот классно развивающийся флаг на ней. И боевая она, потому что вот демонстрация того, как работают торпеды на этой подводной лодке. Это, видимо, пусковая система. Ну, не система, а именно место, откуда запускаются, в общем, снаряды во вражеские подводные лодки. Также тут есть прилегающая к порту гавань. Тут кучу кафешек всяких, и тут более такой туристический, как бы, спот, чтобы отдохнуть и посидеть, насладиться пивком и шумом чаек. В этой гавани также располагается крупная пивоварня, очень красивая, там варят очень-очень вкусное пиво. А еще здесь паркуются частные яхты всякие, они вот там вот вдалеке. Вот тут. Вид сблизи, как одна лодочка выходит из своего парковочного места, и люди отплываются плыть в океан и проводить классно с семьей свои выходные. И вот очень-очень-очень-очень много различных типов частных лодочек и яхт. И вот портовая пивоварня, которая называется Little Creature, что переводится как «маленькие существа». Это лучшая пивоварня, я считаю, вообще на нашей местности. И они делают пиво... What's that? Thanks. Вот. И пивоварня это продает пиво не только локально, но и дистрибьютирует даже по локальным супермаркетам. Так что это очень круто. Вот таймлапсик того, как это все выглядит снаружи. Там вот внутри все и варится. А вот так вот выглядит интерьер, то есть опять такой
индустриальный стиль, все трубы наружу, и это очень прикольно, это атмосферно, и вот опять мы можем видеть, как люди сидят, смеются, пьют пивко и наслаждаются. Еще одна крутая фича этого города — это его искусство. Это бывает стрит-арт, это музыка, это перформансы. И все это очень гармонично сюда вписывается. Особенно как вот сочетают стрит-арты, да, куски со всякими вот этими старыми зданиями. Также перформеры, они создают абсолютно крутую атмосферу, делая живые представления для людей и играя живую музыку, да, вместо той, что играет из колонок. Это действительно задает такое чувство, как будто ты попал в эпоху тех лет, когда эти здания старые были построены, на которых как бы архитектура изъезжится. Пошлите посмотрим парочку из них. На въезде в город нас встречает большущий осьминог, нарисованный на старом здании. Очень красивая работа. И весь город окутан такими маленькими, приятненькими, уютненькими стрит-артами, типа вот этого на велопарковке. Так вот выглядят вообще какие-то дворики. Вот. Прикольная, красивая работа. Вот такой вот Сальвадор с кроликом поплывшим. А вот уже более современная, на более современной архитектуре. А вот это вот чувачок рисовал очень много деталей, находится в центре города. А вот это вот так вот красиво облупилась штукатурка. Так выглядит австралийское аборигенское искусство. Но искусство не кончается только стрит-артом в этом городе, как я сказал. Даже более того, атмосферу старых времен подпитывает гигантское количество маслкаров, разъезжающих по этой улице. Они бывают здесь на любой цвет и вкус разных брендов, разных годов. Тут даже есть маслкары местных производителей Holden. И, как можно понять, уже атмосферу очень-очень сильно это дополняет наличие таких старых машин, старой такой джазовой музыки играющей. И вот эта архитектура, это просто создает очень-очень невероятную атмосферу. Вот парочку еще машинок вам. Вот люди прям получают витаминки внимания, когда показушно свои машинки показывают. Вот, особенно вот этот чувак, обратите внимание, прям. Он сейчас вот едет. Заметил. Вот он прям кайфанул очень сильно. Ну и как я обещал, напоследок я вам покажу рыночек. Это вот такое главное привлечение туристов. Это тот рынок, который еще был с 1897 года здесь. Ну вот прекрасный пример того, как люди тут совмещают и искусство, и всякие идеи глобальных потеплений, и пластика в океане. Вот дети сделали из разных школ всяких медуз пластиковых, которые они выловили в океане, и повесили прямо на рынке. Рынок полон всяких хендмейдовских штучек, всяких кросс-культурных произведений, там и Индия, и Китай. Ну, предоминирует, конечно, австралийская такая вот культура и аборигенская культура. Ну и также общие австралийские всякие штуки, типа там вот шкурка кенгуру. Очень классная штука, всем советую купить, кто будет здесь. Но помимо этого есть, конечно, и всякие безделушки, которые можно найти и на Алиэкспрессе, которые вообще нельзя покупать, когда едешь в другую страну. И еще одна большая часть рынка — это, конечно же, еда, где люди могут купить либо готовую, либо там всякие овощи и фрукты. И сейчас я вам покажу небольшой трюк, если вы сюда попадете. А сейчас лайфхак для тех, кто приехал сюда и хочет бесплатно покушать. Берем такую шпажку и начинаем. А тем временем наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что было интересно и вы хорошо провели время.
Я очень жду, что вы оставите свое мнение, что понравилось, что не понравилось, что бы хотели, может, в будущем увидеть. Это мне поможет делать контент качественней. Ну а сейчас покеда, и увидимся в следующих выпусках. А пока что показывайте этот видос своим друзьям и близким. Пока. Вот так вот выглядит ТикТок в Австралии. Наверное, так же со стороны выгляжу для других людей, когда они видят, что я снимаю блоги. Ох, как стыдно-то!